Здравствуйте, меня зовут Владимир Мельников. Я люблю заниматься автомобилями, изучать их, а также разбираться в технических процессах по эксплуатации автомобиля. И хочу рассмотреть данную сферу деятельности глазами студентов, чтобы когда у них возникли те или иные вопросы на учебе, чтобы они уже были готовы к контрольным работам, зачетам и экзаменам. Устройство авто. Тема назначения устройства и работа амортизаторов. Амортизаторы служат для гашения поперечных колебаний рамы или кузова. Амортизатор подразделяется на два типа: двойного действия и одностороннего действия. В зависимости от конструкции амортизатор подразделяется на двухсторонние и односторонние, что, собственно, вы можете видеть на данном изображении. В зависимости от использования рабочего агента внутри амортизаторов их подразделяют на гидравлические, газогидравлические и газовые. В качестве рабочей жидкости могут применяться веретенное масло, встречается на ЗИЛ-газ, специальное масло марки МГПЦ 10 на ВАЗе или смесь 50% трансформаторного и 50% турбированного масла. Встречаются на МАЗах и КАМАЗах, что, собственно, вы можете видеть на данных изображениях, как они выглядят, я имею в виду маркировка, как они записаны. Рабочим элементом амортизаторов является резервуар, внутри которого размещается рабочий цилиндр. Внутри цилиндра помещается поршень со штоком. Поршень имеет два ряда отверстий, закрытых перепускным клапаном и клапаном отдачи в нижней части цилиндра. Также устанавливается два клапана сжатия и выпуска. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. На этом все. Всем спасибо.